Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина, и мы продолжаем разговор о детско-родительских отношениях. Сегодня мы поговорим о взрослых детях, в частности, о взрослых дочерях и мамах. Честно скажу, у меня будет видео, это видео для мам, а будет еще видео для дочерей. Не волнуйтесь, все будет нормально. Первое видео для мам, и в нем мы сегодня разберем вопрос, который наболел у очень многих матерей, когда дети вырастают, в частности дочери вырастают, и рассказывают мамам, какие у них есть претензии, что их недолюбили, что им там чего-то не додали, что им там чего-то не доделали, еще чего-то. Список достаточно длинный. Это выливается обычно в то, что дочь разговаривает в таких позиций немножко завышенных в отношении к матери, она требует чего-то, продолжает что-то требовать, она либо пытается дистанцироваться, либо предъявляет откровенные претензии. И мама часто себя чувствует виноватой. Ну как же вот мое собственное дитятко, моя надежда, моя потенциальная опора вдруг мне это говорит. Как же не чувствовать себя виноватой? Я же хотела как лучше, я же делала, что могла. И вот давайте разберемся, что здесь правда в ваших эмоциях, в вашей реакции и ваше, а что не ваше и не совсем правда. Давайте начнем с самого главного. Ваша дочь выросла, и она уже не маленький ребенок, который от вас зависит. То есть вы сейчас с ней общаетесь, как два взрослых человека. Каждый в состоянии отвечать за себя сам. И все претензии, которые есть у вашей дочери к вам в отношении ее прошлого, то есть своего детства, это, скорее всего, в большинстве случаев те эмоциональные реакции, если вы не были матерью-тираном, если вы не были жестко контролирующей мамой, если вы не подавляли, не занимались домашним насилием, психологическим насилием. То есть, если вы внутри себя чувствуете, что вы были абсолютно правы, то в основном все свои претензии к вам дочери бы лучше отнести к психологу и разобраться с психологом, потому что, продолжая предъявлять претензии к вам и требуя от вас достать из-за пазухи сиську и снова накормить, и снова дать чего не додано, или передать иначе, мои дорогие, вы, как только втянетесь в эту игру, вы будете продолжать своей дочери помогать оставаться маленьким ребенком. Она никогда в жизни не будет отвечать ни за себя, ни за свои поступки, она будет только приносить свои проблемы вам и требовать от вас этого решения. Поэтому, если у нее есть проблемы, первое, что вы ей должны посоветовать, обратиться к психологу, отнести ему проблемы и разобраться с этими проблемами там. Теперь к вам вернемся. Вы тоже взрослая, самостоятельная женщина, которая душу вложила, выращивая собственное дитятко. И если вы сильно волнуетесь, если вы сильно переживаете из-за ее претензий, скорее всего, внутри себя своего ребенка вы так и не отпустили. Вы по-прежнему считаете его маленьким, орущим с голоду или от того, что у него вавка на коленке, но вы полностью отрицаете самостоятельность и ответственность за собственную жизнь у вашего ребенка. Поможет ли это вам? Нет. Поможет ли это вашему ребенку? Тоже нет. Что делать? Первое. Я думаю, вы были хорошей любящей матерью. И когда вы воспитывали своего ребенка, вы вкладывали душу настолько, насколько вы понимали, что вы воспитываете правильно, делаете мудро и поступаете хорошо по отношению к ребенку. Потому что первый момент – поступать хорошо и то, как ребенок считает, что это было хорошо, это две разные вещи. Потому что это две разные позиции. Вы смотрите с позиции взрослого, а он смотрит снизу вверх и считает, что ему чего-то не так. Ну, вы знаете, да, дети любят вместо борща есть мороженое. Хотя бы вот такой пример. Так вот, когда вы понимаете, что ваша совесть за воспитание вашего ребенка спокойна, вы можете выстраивать отношения со своей взрослой дочерью или взрослым сыном, как с другим взрослым человеком. И если взрослый человек ведет себя непотребно, если взрослый человек предъявляет какие-то слишком высокие претензии, что-то делает не так, как вам удобно, вы можете либо договориться, либо дистанцироваться от этого человека. И тогда это будет для вашего ребенка задуматься о том, что пришло время взрослеть. Пришло время менять стратегию поведения. Менять свой собственный статус даже в ваших отношениях с вами. Понимаете, какая интересная штука? Только разделив себя
и своего ребенка, и признав, что он взрослый, и отправив его самостоятельно решать свои внутренние проблемы, вы помогаете ему окончательно повзрослеть. Мало того, вы освобождаете себя от ненужного груза вины, вы освобождаете себя для того, чтобы у вас были развязаны руки, и вы могли заниматься своей собственной жизнью, и качество ваших отношений совсем в коротком периоде значительно улучшится. Я вам это обещаю. Если хотите поделиться какими-то своими историями или спросить другого совета по поводу отношений с взрослыми дочерьми, пишите в комментариях, я вам обязательно отвечу. Напоминаю, для взрослых дочерей я сейчас сниму еще одно видео, и оно попозже появится на канале. С вами была Алла Касаткина. Всем пока-пока. До встречи в следующих видео. Да, лайки и подписки, напоминаю.